Всем привет! Сегодня будем делать из левого варианта правый. Часть первая. Инсталляция и начало ниши. А это наша отправная точка. Что у нас имеется? Собственно, сама инсталляция, система гигиенического душа. Сверху над ней гребенка. Над гребенкой у нас ничего не будет, а с левой стороны ниша с трубой канализации. Причем есть одна интересная особенность. Ниша закрывается в плоскость стены, но эта плоскость приходит прямо в гребенку. На всем ее протяжении, сверху донизу, мы приходим прямо в трубы. Наверное, придется их освобождать немножко. С правой стороны у нас смеситель. Он будет участвовать во второй части этого же видео. Но мы уже, в принципе, определились с очередностью сборки конструкции и можем начинать. Высота обшивки позволяет нам положить направляющий профиль сверху на раму. По его верхнему краю мы делаем разметку с помощью лазера. С этой стороны у нас уже все есть, и нужно эту верхнюю полку инсталляции завести прямо в нишу туда. Там мы тоже все отмечаем. Кроме верха, можем разметить и правый настенный периметр. Это продолжение рамы. Делаем отметку сверху, снизу, проводим линию. Это делается без уровня. Еще можем разметить продолжение стены, которая закроет нишу. Вот здесь вот. И в этой обшивке у нас будет еще углубление для гребенки. К этому же продолжению стены подойдет инсталляция. Вот здесь стык будет в воздухе. Для того, чтобы сделать разметку, как справа на стене, нам нужна какая-то поверхность. Поэтому мы сначала зашиваем нишу. Разметка у нас идет с учетом того, что обшивка двойная. То есть мы делаем отметку продолжения стены, а потом смещаемся внутрь на 2,5 сантиметра, то есть по всей высоте. 2,5 сантиметра – это у нас 2 слоя гипсокартона по 12,5 миллиметров каждый. В общем, там, где было возможно, мы разметку сделали. Пришло время накручивать направляющие профиля. Это можно сделать по горизонтали. Вертикально один засверлим. Потом на кирпич. Вот тут надо изнутри как-то профиль прикрепить. Посмотрим, присверлимся или приклеимся. Потом по стене с трубами. И сверху, вот здесь. Итак, у нас кое-где уже есть периметр для инсталляции и для обшивки ниши, где труба. Здесь мы кое-где засверлились. С этой стороны тоже на шахту мы присверлили профиль, хотя это не очень удобно. И, скорее всего, сверху мы будем клеиться. Потому что это пустотный кирпич, он колется. Сейчас, чтобы продлить инсталляцию, периметр такой же, как справа, сделать с левой стороны, нам нужно зашить вот это вот продолжение стенки. Ставим сверху профиль угловой, несколько перемычек из CD-шек и зашиваем эту сторону в 2 слоя, боковую. С верхом пока мы ничего не делаем. Это каркас с перемычками и полоски для первого слоя обшивки. Первый слой можно поставить из кусков, а второй лучше всего целый. Второй слой на месте. Мы уже по нему сделали разметку вертикальную, горизонтальную для тех профилей, которые будут держать выход для лейки. Прикручиваем периметр. Для инсталляции верхний и вертикальный и пару профилей для крепления.
Часть вторая. Крепление смесителя и подачи для лейки. Так, периметр слева от инсталляции у нас есть. Сверху тоже. Закладные для крепления выхода гигиенического душа тоже есть. Что еще можно тут легко и просто сделать? Можно снизу поставить периметр. Сверху угловой профиль. И закрепим сам выход. У нас уже приготовлена запчасть. Профиль с фанерой. Он сюда вставляется. Вот так вот. И к нему крепится выход на определенной глубине. Попутно с креплением крана мы сделали каркас верхней полки. Тут ничего сложного нет. Пришлось немного подвинуть трубы. Вот наше крепление первое. Мы его уже зафиксировали на нужной глубине. Оно простое на вид, и его суть понятна вот по внешнему виду. Снизу мы прикрутили УДшку на ножке инсталляции. А это запчасти для мощного крепления смесителя. Тут мы используем фанеру 18 мм и профиля. Вот эта П-образная деталь становится сверху и держится на двух горизонтальных профилях с фанерой. По сути, такое же крепление, как и слева, вот это одинарное, просто из двух частей. Вот с этого момента расскажу подробно, что и как делать, начиная с разметки и заканчивая выравниванием смесителя во всех плоскостях. Делаем разметку горизонтальную и прикручиваем наши направляющие профиля, это которые в виде салазок. Короткие вот сюда. И длинный со стороны железа. Здесь у нас просто угол колонны, и они получаются разной длины. Вот они, наши направляющие. Все присверлено, прикручено. Теперь вставляем в них горизонтальные профиля с фанерой. Вставляем сюда внутрь и двигаем немножко назад. Итак, все готово к установке нашей фанеры, вот этой, с ножками. Так, сюда мы вставляем. Это уже можно отстегнуть. Оно уже не надо. Вот так нам надо ее закрутить. Ну, выровнять, конечно, подвинуть этот смеситель куда надо, по высоте, по отступу от стен. И, наверное, мы его сначала прихватим к фанере хомутами, а потом уже все вместе будем выставлять на этих горизонтальных профилях. К ним прикрутимся потом. Хомуты у нас сделаны из двойной полоски металла. Это боковина профиля. То есть в общей сложности они имеют 0,9 мм. Очень плотно притягивают, держат хорошо. И еще один хомут поставим вот тут сверху. Он чисто вспомогательный, поэтому металл тут одинарный. В общем, все красиво получилось. Держится вообще мертво. Теперь нужно всю эту платформу выставить так, чтобы смеситель находился, во-первых, на нужной высоте от пола. Вот у нас горизонтальная отметка. И на нужном расстоянии от стены. Тут у нас вот отметка на профиле. То есть вот так вот мы должны это все прикрутить
в таком положении. Вот. Вот так. Тут у нас уже простые саморезы не пойдут, потому что 2 слоя фанеры нужно делать предварительное засверливание. И саморезы у нас уже длинные, с резьбой по дереву. Да, забыл сказать, что мы выставляем по лазеру не только высоту центра от пола, но и горизонт по концам смесителя. То есть меряем до лазера вот эти вот площадки. В общем, с этим у нас все. По кругу все закрепили. Теперь следующий момент. Нам нужно установить этот смеситель на определенной глубине внутрь. И с нужным разворотом и наклоном. Вот это позволяет нам сделать конструкция, которая в салазках стоит. То есть профиля мы можем двигать внутрь и наружу, разворачивать по плоскости и относительно низа двигать вверх или наоборот. То есть вот так. Ее можно шевелить во всех направлениях. Это можно сделать по угольнику. У нас, в принципе, все готово. Сейчас просто объясню, как пользоваться угольником в таком случае. Вот это у нас шаблон. Это 2 слоя обшивки. Как бы. На данный момент я ее прихватил, потому что у меня нет 3-й руки, чтобы держать ее. Вообще она не прикручивается. Она просто прикладывается. И от нее угольником вот так выставляется положение смесителя. Горизонтальное и разворот. Вот такой. Когда вот здесь будет 90 градусов сюда, отмечается положение профилей. Сверху, снизу и сверху. Потом нужно глубину смесителя выставить. На какую глубину? Ну, в принципе, есть универсальный способ, что внешняя облицовка должна накрыть вот эту вот чашку, ну, скажем так, на сантиметр. Но у нас есть блестяшки от нее. Вот они. Вот их можно прямо приложить и точно вычислить положение этого смесителя. Допустим, чашка, ручка, которая поворачивается внутрь. То есть она должна повернуться внутрь и не упереться в обшивку. И у вас должно быть еще место, чтобы за нее схватиться. То есть если считать, что здесь у нас на картоне будет 2 сантиметра, то у нас остается еще 2,5. Этого достаточно, чтобы взяться за нее со всех сторон пальцами. Если до обшивки будет меньше сантиметра, значит вы уже вот так не возьметесь. Это неудобно. Вот так вот придется пользоваться. Ну, допустим, выставили. По факту получается, что обшивка внешняя вот заканчивается где 2 сантиметра. То есть чашка уходит в нее чуть-чуть внутрь. Это хорошо. Это ее нормальное положение. Часть 3. Закрываем инсталляцию и нишу с выемкой под гребенку. С креплением смесителей и выходов для гигиенического душа мы закончили. Теперь, в принципе, можно обшивать инсталляцию полностью. Но мы начнем не переднюю часть обшивать, а сверху. Для того, чтобы у нас не было возможности туда что-то внутрь уронить. Закроем сверху, потом переднюю часть. Сверху у нас тоже будет обшивка в 2 слоя. Нам надо продумать так, чтобы зайти и за трубы, и в нишу,
Короче, все так сделать, чтобы все было закрыто. Это у нас первая запчасть. Она пойдет за трубы. Аккуратно устанавливаем, чтобы не сломать в тонком месте. И прихватываем саморезами. Теперь подгоняем вторую часть, внешнюю. Короче, чтобы не заморачиваться с подгонкой гипсокартона справа и слева, мы его тоже разделили на две части. В общем, всего у нас здесь 3 куска. Зато трубы красиво упакованы. И без особых сложностей. Это у нас первый слой. Ну, теперь можно обшить и переднюю часть инсталляции. Первый слой обшивки у нас будет из 2 частей. А внешний, последний, один целый. Первый слой на фасаде. Теперь поставим сверху второй. Так, чтобы стыки второго перекрывали стыки первого слоя. Угол мы уже вставили сзади. И у нас есть вот такая вот деталь. Вот. Это мы закручиваем. И в уголок еще маленький кусок. Верхняя полка собрана полностью, зашита в 2 слоя с перекрытием швов. Теперь можно и на фасад инсталляции накрутить второй лист обшивки. Собственно, с самой инсталляцией мы закончили. Все прикрутили 2 слоя. Отверстия все подошли хорошо. Сверху полка есть. За трубами все закрыто. Слева теперь. Нам нужно, во-первых, закрыть вот эту нишу. Сверху у нас периметр есть. Так, тут мы еще ничего не приклеили. В общем, смотрите, здесь мы будем профиль клеить. И у нас конструкция пойдет вот так. Вот здесь. Ну, примерно я рисую, и туда уйдет. Вот. То есть будет вот такая стенка вверх. До вот этого уровня. И потом еще боковая вот здесь. В общем, нам нужно собрать сначала вот эту часть. Потому что это элементарно удобно сделать. Сначала нам надо вверх, вот тут донышко вставить. А потом собрать вот эту часть, которая слева. Бортик. Мы его доведем докуда будет возможно. Наверное, вот до сюда. Так, где у нас? Вот у нас угольник. Так. Вот. Отсюда мы сделаем 90 градусов. Вот. Так. В общем, отрисовываем здесь, поднимаем линию по стене. Отметки мы поставили, но прямо сейчас крутить профиля на стену мы не будем, потому что они нам будут мешать доделывать верх. Ту часть периметра, которая идет по кирпичу шахты вентиляции, мы сверлить не будем, слишком неудобно. Мы ее будем приклеивать. И для этого приготовили все запчасти. Для работы нам нужен будет монтажный клей для гипсокартона, грунтовка, шпатель тара для замешивания и, собственно, профиля направляющие, которые прикручены на гипсокартон. Клеить одну длинную деталь сверху донизу будет сложновато, поэтому мы разделили ее на 2 простых. Это вот короткий периметр, он будет снизу. А для верха у нас есть такой же, но подлиннее. И у него еще есть уголок, для того, чтобы прикручивать горизонтальную полку.
сверху. Вот он. Клей мы используем типа Perflix. Специальный монтажный клей на гипсовой основе. Консистенция такая вот густая. Нам нужно намазать этот клей и на гипсокартон, и на кирпич. Так вот берем и аккуратненько намазываем. Со слоем можно особо не стесняться, потому что кирпич неровный. Гипсокартон приклеиваем так, чтобы профиль был утоплен от плоскости стены на 2,5 см, то есть на 2 слоя гипсокартона. Это можно сделать по шаблону или линейкой. Чтобы как-то зафиксировать этот приклеенный периметр, мы установили профиля. Один как растяжка, поджимает его от стены к стене, а второй профиль обычный упор, чтобы все это не сползало вниз. После высыхания клея устанавливаем перемычки из CD-шек. Это уже готовый каркас для верхней части обшивки. Зашиваем его пока первым слоем донышко и боковую часть. Итак, у нас появилась база, чтобы сделать углубление для гребенки. У нас есть верх, низ и стена. Снизу у нас разметка уже была. Поднимаем ее наверх на гипсокартон и отрисовываем разметку. Здесь все довольно просто и элементарно. То есть нижний профиль, верхний, на стенку и угловой. Потом закручиваем пару перемычек и вшиваем туда гипсокартон. С обшивкой закончили. Теперь нам нужно сделать разметку для следующих двух частей этого короба. Разметку мы сделаем в двух вариантах. То есть то, что у нас идет продолжение стены, это и так очевидно, это остается. Но вот эта вот короткая стеночка, она может быть или под 90 градусов, вот так, или развернутая, для более удобного доступа к гайкам. Сейчас мы все нарисуем и посмотрим, как лучше будет. В общем, так получается, что для удобного доступа выгоднее все-таки открытое пространство. Поэтому будем делать по варианту номер 2. Теперь нужно определиться с очередностью сборки. Потому что если мы поставим тут все железо, то приклеивать на стену еще один профиль будет неудобно. Мы закрутим снизу направляйку, вертикальную одну и сверху. И пока все. После этого приклеим настенный периметр. Вот они, наши профиля. Теперь нужно приклеить полоску гипсокартона, которую мы заранее приготовили. У нас уже все есть. Вот эти открытые торцы профиля вставляются в периметры и все. Тут нам ничего не надо выравнивать, профиль сам встанет как надо. В общем, намазываем, приклеиваем. Вот так оно примерно выглядит.
Сейчас мы его прижмем красиво и оставляем высыхать. Лишний клей убираем, а профиля скрепляем саморезами. Не для того, чтобы они не сдвинулись, а для того, чтобы бортики были сомкнутые. Теперь можно вкрутить и оставшиеся периметры маленькие. Вот эти вот. Снизу и сверху. Заодно установим в виде угловой вертикальной стойки CD-шку. У нее одна полка разогнутая под нужный угол. Здесь можно будет даже без перемычек обойтись. Из-за недостатка места нам приходится комбинировать очередность установки профилей. В первую очередь мы вкручиваем снизу периметр, так как надо. Потом в него на угол вставляем CD-шку, а верхний ее край заводим в тот периметр, который был прикручен раньше. После этого докручиваем последнюю UD-шку, вот эту вот, и сдвигаем угловой профиль туда, где он должен находиться. Вот так. Крепим торцы профиля сверху и снизу саморезами и зашиваем гипсокартон. Сначала первым слоем в продолжении стены, потом один слой со стороны гребенки. Все. С нишей закончили. Доступ отличный. И потом все это перекроется мебелью. Иногда спрашивают, как мы залазим в узкие места. Ну, кроме тех случаев, когда отдельно собирается конструкция и прикручивается готовая. Просто насадки обычные. Сам по себе шуруповерт очень компактный, помещается в 15 сантиметров. У него в комплекте есть угловая насадка. Она помещается в 10 сантиметров. И еще отдельно можно докупить совсем маленькую. С ней можно залезть в щели шириной 5-6 сантиметров. А у нас остался последний штрих, то есть накрутить второй слой на обшивку ниши. Готово. Мы свою работу по гипсокартону закончили. По дизайну гребенка вместе с фильтрами прячется в шкаф. Причем он идет целиком от пола до потолка. То есть инсталляция тоже накрывается мебельным щитом. Не лишним будет напомнить, что любая облицовка на инсталляцию клеится не точками, а под гребенку, то есть на сплошной слой клея. Если под облицовкой будут пустоты, то подвесная сантехника любое покрытие просто выломает, и вы попадете на дополнительные затраты. А на этой полезной и позитивной информации наше видео заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!